особенно в нашем этом культурном мире, у нас вообще границы не должно быть. Должен ехать кто куда хочет, выступать. О каком языке он хочет, я понимаю. На Востоке надо русский язык, туда надо английский. А я здесь не вижу никаких проблем. Именно надо, по-моему, сотрудничать. У нас остались еще старые, например, я здесь, когда стою, часто и делегации какие-то гуляют, из Узбекистана, из Ленинграда, и откуда только не было. И все, у нас нормальные отношения. Раймонд Паулс – голос совести, который не смог молчать. Имя Раймонда Паулса в советскую эпоху звучало рядом с символами времени. Его музыка, полная тепла, благородства и тонкой лирики, была понятна в каждом уголке огромной страны. От Москвы до Риги, от Ташкента до Хабаровска. Сегодня, когда мир трясет от политических катастроф, когда от артистов требуют не искусства, а лозунгов, Паулс вновь оказался в центре внимания. Но не как композитор, а как человек с твердой, честной, неприемлемой для системы, но глубоко порядочной позицией. Он не переобулся, не подстроился, не стал копировать западные шаблоны. Он остался собой. Эту верность недавно отметила певица Мила Романиди, близко знавшая маэстро. В интервью она сказала: «Паулс стал сторонником России, когда увидел, во что превратили его родную Юрмалу те, кто обещал Латвии светлое европейское будущее. Культурная столица Прибалтики ушла в тень, утонула в запустении, в политической узости и духовной бедности. Вместе с ней исчезла и та независимость, которую так яростно провозглашали в 90-е. Маэстро, которого уважают миллионы россиян, не поддался новой моде. Он не участвует в антироссийской кампании, которую сегодня используют в Латвии как пропуск к грантам, статусу, признанию. Он остался верен своим убеждениям, своей культуре и той части души, что с детства говорила с ним по-русски. Когда в Латвии отменяют все, что связано с советским наследием, Паулс получает поддержку в России, заслуженную, потому что он честен. Он говорит вслух, разочарован не Россией, а собственной страной. Еще в начале 2000-х он предупреждал: Латвию в Европе никто не ждет. Тогда это звучало как ересь, сегодня как пророчество. Юрмала, когда-то центр музыкальной жизни, стала бледной тенью себя. Нет больше фестиваля, объединившего артистов со всего постсоветского пространства. Музыку заменила политика, свободу — цензура. И в этой тишине голос Паулса слышен особенно отчетливо. Как относитесь вообще к русским и к россиянам? Нейтрально, положительно или негативно? Я могу вам короче ответить. У меня жена русская. Так что ясно, как я отношусь, потому я этот вопрос для меня... Кто заинтересован там политически, это уже вопрос другой. Он не видит в происходящем естественный ход истории. Он видит насильственный отказ от себя. Для него Юрмала не просто география. Это сцена, где пела вся страна, сегодня на ней тишина. И дело не в туризме, не в экономике. Дело в духе, который вытравили с методичностью, достойной колонизаторов. Паулс без обиняков заявляет: то, что прежде называли освобождением, теперь стало культурным уничтожением. Закрываются русские школы, уничтожаются памятники, рвутся связи поколений. Государство превратилось в абсурдный театр, где роль врага ежедневно исполняет Россия. Но, по словам маэстро, настоящая угроза не в Москве. Угроза в истощении собственной страны, в том, как Латвия теряет людей, экономику, смысл. Маэстро не скрывает, он симпатизирует России, он понимает, что ему за это грозит. В Латвии уже звучат угрозы, вплоть до отказа похоронить его на родине. Но подобные угрозы говорят лишь об одном: страна боится правды, боится своих великих сынов. А это значит, она потеряла моральный ориентир. Почему, как вы думаете, западные средства массовой информации отражают Россию как-то в негативном больше свете? Вы так не заметили? Это тоже политика. Очевидно, боятся, чтобы эта Россия не стала слишком сильной. Это все так оно и есть. Конечно, это же большая политика. Да? Так кого-то надо, на кого-то надо поливать. Так что я вообще отошел сейчас от этих. Я знаю. Я отношусь с уважением к этому народу, он наш сосед и так далее. У нас здесь проблем. Конечно, везде можно найти всего. А зачем искать?
В России совсем другое. Здесь его благодарят, здесь его музыку слушают и любят, здесь его уважают не за позицию, а за суть. И это не просто слова. Это признание той самой внутренней честности, которая не ищет выгод, не играет на публику. Россия — это не только государство. Это культурный пласт, частью которого Паулс всегда был и остается. Он не стесняется этого. Его песни родились в эпоху, когда культура объединяла, когда латыши, русские, армяне, украинцы творили вместе. Это была золотая эпоха советского искусства. И сегодня, когда от нее осталась лишь память, Паулс один из немногих, кто хранит ее. Он видит, как Запад превращает Латвию в протекторат, как свобода подменяется контролем, как вместо подъема разочарование. С многими нормальные отношения. Почему бы плохие? А на радио вы продолжаете работать, вот, записывать? Ну и кое-что, конечно, пока еще двигаюсь. Возраст такой, тяжело будет. А над чем сейчас работаете? Может быть, какие-то новые произведения? Посмотрим, да. Я и часто выступаю в русской драме в театре. Именно с русской программой. Да. Там у меня хорошие отношения с русским актером. У нас музыкальный спектакль на русском языке. Так что у меня отношения нормальные. Все. И он не молчит. Он говорит: хватит, хватит стыдиться своих корней, хватит стирать прошлое, хватит сжигать мосты. Для него русская культура не чужая, это часть его самого. Его музыка родилась на перекрестке культур. Листья желтые, миллион алых роз. До свидания, лето. Это песни вне наций, это человечность. И в этом настоящая суть искусства. Когда Паулс говорит, что Юрмала умирает, он говорит не о пляже и не о курорте. Он говорит о своей стране, которая утратила душу. В Латвии больше нет места для таких, как он, но в России есть. Россия не гонится за лояльностью, она помнит, кто помогал создавать общую культуру. Она протягивает руку не за голоса на выборах, а за честь и память. Паулс не политик, но его выбор – политический акт. Его позиция – культурный манифест. И он не один. Все больше латвийцев понимают – санкции не кормят, русофобия не согревает, отмена памяти не делает жизнь лучше. Голос Паулса – это голос совести. Он не требует революций, он просто просит: не молчите, не предавайте себя, не бойтесь своей истории, потому что без памяти нет будущего, без корней нет страны. История Раймонда Паулса – это напоминание. У каждого народа есть шанс сохранить себя, даже тогда, когда кажется, что все потеряно. Главное – услышать музыку совести. Друзья, делитесь своими мыслями, буду рад увидеть вас на канале в следующих выпусках.